Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать касательно того, чем я занимался на протяжении, некоторых предыдущих стримов. Поиск наземных поселений различных типов, будь то военные, высокая технология, сельскохозяйственная и так далее. Но еще чтобы это было с анархией, чтобы вы могли просто прилетать, крошить и фармить, без риска получить плохую репутацию и так далее. В общем, обо всем подробно в дальнейшем. А с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, асмя контент. Поехали! Конечно, в теории это можно делать через in-game, допустим, вот система, мы там были, мы смотрим на земочку, если у нас, конечно, есть карта всего этого дела, выбираем интересные места, поселения, смотрим карту планеты и вот, допустим, влияние, состояние, экономика, поселение, прочее. Но через Инару, как по мне, это все выглядит гораздо удобнее. Сейчас все это я вам покажу. Бежим на Инару. Великолепная всемогущая Инара. Если вы не сможете написать Инара на английском, то я вообще не вижу смысла играть вам эту игру. Но это я к тому, что ссылочку на данный сайт оставлять не буду. Если знаете, как сделать на русском, спускайтесь в самый низ, ставите русский язык. Дальше нам нужна вкладка «Ближайшие». Здесь пишем название системы, в которой мы находимся по стандарту. Понятно. Дальше, тип станции. Вот здесь нам нужно выбрать Surface Settlement, Odyssey. Выбрали. Дальше, тип экономики. Ну, в принципе, какой хотите. Давайте будет военная. Окей, военная. Дальше. Свойства владельца станции. Принадлежность, какая вас интересует. Форма управления. Я хочу, чтобы это была анархия, чтобы я мог там выкашивать непись, за это ничего не получая, собственно. Ну, в смысле, плохого. Плохая репутация и прочее. И нажимаем поиск. Но сейчас, секундочку, я поставлю систему, в которой я нахожусь. Быстренько все это дело меняем. И нажимаем поиск. И показывается расстояние от станции, расстояние от звезды, принадлежность, форма управления, опять-таки, экономика, система, станция. Самая близко находится здесь. Но не забывайте про время обновления. Тоже это дело может влиять. Можете прилететь, тут будет совершенно другое. В общем, система Рамид, Явара, Армс, Сайт. Полетели туда и посмотрим, так ли это или нет. По прилету в систему не обязательно открывать первое меню и таким образом искать, насколько вы знаете. Можно зайти опять-таки в карту системы. Интересные места, и тут они будут у нас по алфавиту. Ищем необходимую нам. Вот Явара Армс сайт. Выбираем, нам показывает планету, где она находится. Карта планеты и поехали крутить. Вот, пожалуйста. Анархия. Давайте слетаем, посмотрим. Ну, пока подлетим, собственно, расскажу для чего данное видео. Фарм наземных материалов и данных для улучшения пушек, комбесов и, естественно, инженеров, куда, собственно, без этого дела. Как по мне, это довольно полезная информация, которую рекомендую вам воспользоваться, когда вы задумаете поразвлекаться с наземным контентом. В общем, сейчас время можете заметить какое. Плохая репутация нулевая. Я сейчас просто-напросто спущусь, сделаю пару киллов, вернусь и покажу вам, что проблем с репутацией у вас не будет. И да, прежде чем начнем фарм, не забывайте то, что есть несколько уровней, так сказать, безопасности. Первый, второй и третий. Собственно, непись будет сильнее в третьем, слабее в первом. Вы можете взять с собой народ, если хотите, и толпой это делать, но товары и активы, которые находятся в контейнерах, в ящиках и так далее, они для всех общие. То есть один взял, другой не сможет. Но вот данные, тут, пожалуйста. Из серии есть общественное мнение у стойки, где мы скачиваем данные. Вы его скачали, ваш друг, который с вами в крыле, сможет тоже скачать. А мы выходим и давайте-ка сделаем небольшой шмон. Ну, прям так, чуть-чуть капельку. Естественно, все это будет на записи, чтобы потом не говорили, что у вас плохая репутация, то, что я там что-то недорассказываю, то, что, в общем, соврал и так далее. Давайте-ка найдем кого-нибудь. Хотя бы одного непися. А вообще нет. Давайте я сначала отключу сигналку. А, нет, вот, есть неписенок. Вот, есть. Спрячер. Готово. Как видите,
Штрафы не приходят. Что-то с FPS прям здесь что-то как-то грустно. Это, наверное, количество кораблей, которые находятся над станцией. У меня третий Мэверик. Третий пистолет кинетический, третий пистолет-пулемет. И кажется, неписи сделали потупее. Ну, не знаю, еще поковырять кого-нибудь или нет. Ну, в общем, разобрали. Давайте-ка вернемся к кораблю. Делаю все одним дублем. Прошу прощения за FPS. На стриме буквально 20 минут назад такого не было. Да, пишу видео сразу после стримов. Добегаем до корабля. И не забывайте то, что вы можете делать релок, но для этого вам нужно уйти в гиперкруиз. Ну или отлететь на 40 плюс километров. Я просто ухожу в гиперкруиз, там отлетаю какое-то расстояние, разворачиваюсь, лечу обратно. И сейчас, великий момент, мы увидим то, что у репутации нашей все то же самое, что и было. И штрафы не прилетели от этой фракции. Тут есть, конечно, другие, но это другое. Как видите, название системы другое. Ну а видосы касательно фарма материалов у меня имеется даже целый плейлист. Конечно, со временем буду еще обновить информацию и добавлять туда видосы. А на этом у меня все. С вами был Кисель, дорогие друзья. Всем до встречи и пока-пока. Увидимся в космосе.